Твои деньги – это общие деньги. Мои деньги – это мои деньги. У мужчины все в порядке, зашибись, все цветет и пахнет. Это русская жена, она тут все вылизала и вычистила, потому что у нас природой заложено здесь все блестит и пахнет, а сама так и осталась не при делах. Очень многие браки все равно также разваливаются из-за разницы в менталитетах и принципах жизни. Первая цель – это переезд. Мне хоть какого, мне самое главное переехать. Сегодня очень интересное видео, ребята. Любовь в другой стране. Возможно или невозможно в наше время? Как найти любовь за границей и не пожалеть об этом? Американцы больше хотят жениться, но это не значит, что они женятся. А если они женятся, то это для многих наших девочек европейским складом, менталитетом, это поймать кота в мешке. Поэтому надо быть очень-очень осторожной, капризной и наблюдательной. Помните, я вам рассказывала давным-давно? Так все готовы. Не ищите себе красавца, ищите себе хорошего. Вот на сайте знакомств вот была вот эта фотография. Можете себе представить? Вот. Я посмотрела, такой думаю, блин, вообще такой простой деревенский парень, вообще то, что мне надо. Я как сейчас смотрю, так смешно. Ну, там было побольше, там рыбу, видите, держит большую, счастливый рыбак. Вот. Это фотография с нашего первого свидания, самое первое свидание. Вот так вот мы выглядели. Вот тетя Таня, это была красивая. Не то, что сейчас. Сейчас не видно. Но все равно уже все. Кошмар. Вообще хорошая жизнь портит людей. Ну, у нее добрые глаза. Ну, я симпатичная. Вот. А это наша фотография со свадьбы. Самое интересное здесь, ребята, это просто... Эта фотография просто была сделана на телефон. То есть делались профессиональные фотографии, но фотография была сделана на телефон. И смотрите, как она удачно получилась. И Феликс сделал мне подарок. У нас же было 5 лет, ребят. 5 лет, он говорит, опять деревянная. Он сделал открытку. Вот что еще сделал. Деревянная доска. Вот именно это наша свадебная фотография. Выжгли. Он сказал, я не похож сам на себя. Ну и вот наши слова. Together forever. Эти слова у нас везде. Это у нас даже в спальне. Над кроватью вот эти слова. Чтобы помнил, что никуда от меня не денется. Все, попался. Голубчик! Так, я выписала некоторые вопросы, часто задаваемые вопросы, и хотела бы немножечко их обсудить и предостеречь. Прежде всего, если вы хотите найти себе мужа иностранца, но так как я живу в Америке и замужем за американским мужем, конечно, я буду об этом говорить. Прежде чем начать мечтать о муже американца, надо определиться цель. Цель, для чего вы хотите познакомиться с мужем, с американцем, для чего вы хотите выйти замуж, что конкретно лежит в основе. Потому что 99,9, я вам говорю, 99% всех, кто выходит замуж за американца, они чаще всего преследуют только две цели. Иммиграция и документы. Ну, иногда финансовая составляющая тоже имеет место быть.
Ну вот первые две, да, к сожалению. Надо задать себе честный вопрос. Вы ищете любовь, партнерство или хотите просто переехать? Это очень важно. Абсолютно 100% все браки, которые были построены на основе того, что мне нужны документы, мне нужно переехать, они все разлетелись в пух и прах. Ни один брак не сохранился. И достаточно быстро эти браки разваливаются. Очень быстро. И независимо от того, что кто-то от кого-то убежал, и абьюзивные отношения начинаются, и т.д. и т.п. в плане того, что страдают все. И очень печально, когда в семье есть еще маленькие дети. Ну и большие дети тоже, в принципе, но все равно. Жаль детей. Ваши корыстные цели, как бы это ваша проблема, вы уже взрослый человек. А страдают. Не все браки счастливые сказки. Да, ребята. Даже если человек с вами говорит ласково, не значит, что все сложится. Менталитет играет огромную роль. У меня муж с польскими корнями, и для меня это было как бы немножечко счастливый билет, на секундочку, потому что он понимает русский язык, он, может быть, но он очень красиво говорит на русском, у него такой шикарный акцент. Еще одна важная часть, когда вы только познакомились с мужем американцем, и у вас произошел коннект, и вы пытаетесь ему понравиться, очень важно быть настоящей здесь и сейчас. То есть не надо казаться кем-то другим, кем вы не являетесь на самом деле. Я, например, очень четко помню, когда мы разговаривали с Феликсом, я ему четко сказала, как устроено в нашей культуре. То, что твои деньги – это общие деньги, мои деньги – это мои деньги, и я не буду платить за тебя. Если я буду что-то вносить в семью, я буду делать это по собственному желанию, а не потому, что так заведено. И это я сказала в самом начале. То есть я говорю, у меня в культуре так сделано. В ресторанах я не буду платить, нравится тебе это или нет. В общий бюджет я вносить ничего не буду, пока я сама этого не захочу. Понимаете? То есть не то, что вот ты должна. Так не работает с деньгами у меня. И я очень рада, что я это вначале сделала. Потому что очень многие девочки потом сталкиваются с такими проблемами, недоговорками, и возникают финансовые сложности. А многие в США вообще не верят в любовь через сайты, даже в своей стране. Очень многие американцы, они по сути своей не романтичны. То есть они интересны, с ними интересно, но они не романтичны. То, что у меня тут романтик, я рядом с ним вообще не романтик, когда вообще-то мне казалось, что я достаточно романтичная. Это исключение из правил. Вот. Но вообще, да, американцы, они вроде бы такая американская сказка-мечта, но сами американцы, они не верят в американскую мечту, и они очень мало верят в любовь, они убеждены в равноправии, они верят, как сказать, в искренность, ну, как вот само понятие любви, которое мы вносим, смысл, вот этот романтизм, этот шарм. Нет, они проще. Это вообще иначе. Я если люблю, я все, я неделю болею, я ничем не могу заниматься, у меня драма или там еще что-то. Мне надо, чтобы крылья были за спиной, там я ничего не вижу, ничего не слышу. Нет, с американцами так не работает, поэтому вы должны это понимать. Если у вас душа горит, это не значит, что она у него горит. У него там, она на таймере. Так, я познакомилась с Феликсом, уже находясь в США. Да, многие американцы не будут заводить отношения на расстоянии. Кстати, это было
А одним из основных условий у моего мужа, когда мы с ним пообщались, он уже через 3 дня, он сказал, встречаемся, все, хватит, все, мы уже это, давай, все, встречаемся. Я еще там кое-как до 2 недель, по-моему, дотянула. Вот, то есть он уже сразу настаивал на встрече. Те парни, которые тянут кота за яйца, я считаю, что вам надо сразу от таких бежать. Так, американцам трудно поддерживать связь с человеком, которого они не видят вживую, тем более долго и на другом языке. Да, есть часть американцев, я тебя видела, есть часть американцев, которые ищут свою любовь далеко, стараются, приезжают за ней, строят отношения, но для них это как развлечение. Потом, когда сюда приезжаешь, здесь совсем другая реальность. Но немногие американцы на это способны. И очень многие браки все равно также разваливаются из-за разницы в менталитетах и принципах жизни. Все-таки в большинстве своем американцы ищут себе жен. Они любят жен иностранок, я вас уверяю, очень любят. Неважно, что ты там европейка или азиатка. Они любят просто, что жена иностранка, не иммигрантка, иностранка, что она с другой планеты пришла. Потому что они любят это, они уже, как сказать, ну ладно, это другая тема. Своих командирш, они устали, им нужна мягкая подушечка. Да, очень много. Ну, нет, есть часть американцев, которые эту мыльную оперу разводят, и вы впадаете в зависимость к отношениям, то есть долго-долго общаетесь, потом вы надоедаете, и он переключается, ищет другие отношения. А приезжать он совсем и не собирался. Очень много таких случаев. Осторожно, в интернете полно мошенников. Самая частая схема – мужчина военный, у него есть ребенок. Сначала все романтично, потом он начинает, что-то у него случается, и потом начинается просьба о деньгах. Это частая история. Сценарии могут меняться, но суть остается одной и той же. Это очень легко, кстати, раскусить такую уловку. Все эти военные, у них почему-то очень респектабельный вид. Они все красавцы. Красавцы. Поэтому если мне попадались какие-то скамеры, я их раскусывала на раз, два, три. Красавец, а в подписках одни индийские имена. Или там еще какие-то. Вот, поэтому будьте бдительны. Если вас заговаривают, это уже странно. Следующий вопрос-ответ. Не торопитесь ехать или звать в гости. Даже если все идет хорошо, сначала узнайте человека лучше в реальности. Видеозвонки, переписка, поведение в трудных ситуациях – это очень важно. Не стройте жизнь вокруг иллюзий. Реальность может быть иной. В моем случае общались, и он быстро попросился на свидание. Конечно, мне было страшно. Я сделала свидание, я не всем, близким людям сообщила номер телефона Феликса, в какой ресторан мы идем, на какой машине мы едем, еще и фотографию его сделала. Он стоял на парковке, девушка проходила, она его там, он сразу понял. Чек-ин сделали, чтобы визуальный контакт был. И когда я пришла в ресторан, я написала смс, мы в ресторане, сделала фотографии, и потом, когда я возвращалась домой, я сказала, что я еду домой, потому что human traffic никто не отменял, а люди продолжают пропадать, особенно молодые красивые европейки. Вот, и поэтому надо быть очень бдительной, прям сразу говорить свой адрес, открывать всю свою жизнь, если ваш партнер на сайте знакомств, это ни о чем не говорит, что он искренний и честный. Поэтому и удобно, также и мужчины боятся, поэтому удобно, когда территориально вы находитесь близко, и немножечко навести справки друг о друге. И, естественно, когда у вас есть социальные сети, когда вы много лет в социальных сетях, это легко увидеть, что да, это максимально практически реальная личность.
с которой можно начать какие-то знакомства. Да, мошенников очень много. Я даже, когда уже вышла замуж, да и сейчас периодически на Фейсбуке эти полковники в отставке, у них одна и та же тема, военный, все, как будто военные, их, наверное, очень сильно любят. Ваш язык и культура тоже испытание. Жить с иностранцем значит разговаривать на языке, который может быть не родным. Юмор, обиды, разговор о будущем, все звучит иначе. Это не только романтика, но и постоянная адаптация. В принципе, у нас возникают недопонимания, не так много, но тем не менее. Но это связано с языком, то, что он говорит одно, я понимаю по-другому, и иногда возникают недоразумения, именно связанные с тем, что разные языки. Очень сложно передать эмоции человеку, который иначе смотрит на жизнь. Ну, не то, что смотрит на жизнь, у них понимание немножко по-другому происходит. Когда вот вы больше и больше изучаете чужой язык, особенно английский, вот девчонки, которые уже хорошо этим владеют, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Передать ту глубину чувств, эмоций или свой взгляд, или просто свою позицию на английском языке, хотя он намного проще, меньше слов, практически очень сложно, потому что у вас на вашем родном языке, на русском, например, я буду говорить 2 минуты без остановки. На английском языке это может быть только 2 слова. Понимаете? Это холодность, она не может передать всю эмоцию. И часто бывает с этим то, что мы в слова вкладываем намного больше смысла, чем потом это можно перевести, чтобы партнер понял тебя. На этой основе возникает очень много недопонимания, очень много. Потом уже, которые начинают проваливаться в бездну. Ну, ничего не поделаешь, это обратная сторона медали, выйти замуж за иностранца. Любовь возможна, но только если вы честны с собой. Не нужно строить сказки, строить доверие. Уважайте себя, не цепляйтесь за идею любой ценой уехать. Настоящие отношения возможны, но только между 2 взрослыми людьми. Я могу только сказать так, что вы никогда не знаете, где найдете, где потеряете. Это не мои слова, но они подходят как нельзя кстати. Просто чем больше вы проявляете честность по отношению к самому себе и не боитесь тем, кем вы есть, тем больше вероятность, что у вас не возникнет никаких проблем. Иногда вы сами себе придумываете, одеваете розовые очки и уверены, что вы любите. Но когда вы начинаете разбираться, вы понимаете, что не любовь. У вас была одна цель – документы. Ну, потому что вот все девчонки, ну не все, есть девчонки, которые до сих пор живут, есть образцы, редкие образцы, которые продолжают жить вместе, и любовь и голуби, но абсолютное большинство, он меня бросил, я его любила, он был со мной груб, он ля-ля-ля, тра-ля-ля, начинаешь разговаривать, первая цель – это переезд. Мне хоть какого... Мне самое главное переехать. Мне хоть какого, самое главное, чтобы он внешне был нормальный и документы. Понимаете, еще смотрят, наши девчонки смотрят на лицо. А что вы будете делать в другой стране? Я сама напоролась на этот крючок, и я в полнейшей, как сказать, я разгромлена. Это мое разоблачение, это моя трагедия, это мой большой минус. Уже сколько лет я здесь нахожусь, я все хватаюсь за эту соломинку, а она все ломается, понимаете? И психологически уже тяжело это выносить. И, по-моему, даже мой муж уже сложил свои ручки, и уже как бы что будет, то будет по отношению ко мне. Потому что я вот и попала на то, что я не поставила себе цель сразу бить в одну точку, и я потеряла очень много времени. Переехали, и что дальше? Готовы ли вы работать, адаптироваться?
Сидеть на шее и быть зависимой не самый лучший вариант. Поверьте, тетя Таня. Не совершайте моих ошибок, товарищи. Сейчас вы женаты, и у вас любовь. И, к сожалению, может быть, к счастью, но я думаю, что с возрастом, для меня это уже сожаление, абсолютное большинство, 100% наших девушек, они отдаются любви полностью, они отдаются семье полностью, они практически не ведут никаких корыстных целей, они эмоционально и физически все в семью, в семью, в семью, они поддерживают мужа, они здесь и в хвост, и в гриву, и все на себя тянут, но у них просто физически не хватает времени развиваться лично. И когда начинаются вот эти критические периоды 3, 5, 7 лет, по итогу получается так, что у мужчины все в порядке, зашибись, все цветет и пахнет. Это русская жена, она тут все вылизала и вычистила, потому что у нас природой заложено здесь все блестит и пахнет, а сама так и осталась не при делах, не нашла хорошей работы, не отучилась, как полагается, только так слегонца. Ну и что дети накормлены, ну и что в доме все блестит, ну и что муж такой хорошенький, здоровенький, эмоционально заряженный. Женщина разбита полностью, потому что она всю себя вложила в семью. А американский муж этого не увидит, я вас уверяю. Американский муж этого не увидит. Он вас ценит, любит и уважает только до того момента, пока он имеет вот эту эмоциональную, пока у него есть эта любовь. Как только начнутся какие-то конфликты, начнутся недомолвки, эта трещина будет расти, и если дойдет до бракоразводного процесса, вы останетесь в одиночестве, в чужой стране, и как бы заново начинать придется все. И это печально, и с очень многими это происходит. Потому что наши женщины, я считаю, что для семьи это идеальные женщины. Поэтому американцы и любят иностранок, они любят русских женщин именно замуж. Потому что в семье это прекрасные жены, прекрасные мамы. Но когда развод, здесь уже наших нет. Печально, печально. Будьте осторожны, не попадайте в эту ловушку и старайтесь быть финансово независимыми хотя бы в годы, когда вы живете и вы все у вас вместе, старайтесь создавать какую-то свою подушку безопасности. Все равно откладывайте по чуть-чуть деньги. Потому что здесь, в Америке, деньги играют очень важную роль. Я слышу очень много историй. Я очень рада своим подписчикам, потому что вы так же открыты, как и я, и вы делитесь своими историями. Я вижу счастливые истории со счастливым концом, но истории с несчастливым концом я слышу все чаще и чаще, конечно же. Поэтому позаботьтесь старайтесь заботиться о себе. Какая бы ни была у вас сильная любовь, а обед по расписанию. К сожалению, мир жесток. Не всегда у всех все заканчивается, не всегда happy end, не всегда счастливый конец. Поэтому будьте внимательны, но при этом открыты, при этом честны. Например, мой супруг, он не переживает, что ему надо писать брачный контракт. Он не переживает, что я могу что-то забрать. Но он уже за столько лет, он уже знает меня, что если что-то произойдет, я возьму только свою сумку. Все, сумка и дочка. Ты там? И все. Я ему все говорю, я ничего твоего не возьму. Он не переживает, он не боится. Поэтому, наверное, если он и не боится, он с самого начала у меня были открыты все границы. То есть я такой же владелец дома, как и он, абсолютно равноправный. Я вписана везде, где только можно. То есть он настолько сильно доверяет мне,
Потому что я показала это своим собственным примером, что он мне доверяет все. Все доверяет. Понимаете? Потому что он знает, что я не ради денег с ним живу, не ради денег. И поэтому у нас нет с этим проблем. Но при этом у меня есть свой расчетный счет, у меня есть своя карточка, и у него нет так, он не боится, что я там коплю себе деньги на черный день, на развод, чтобы вот понаживиться на этом и разбежаться. Нет, такого нет. Я желаю вам найти достойного мужа-иностранца, потому что видео об этом, и уверена, что у вас это получится. А если не получится, не зацикливайтесь, оторви и выбрось, и двигайтесь дальше. Не надо уплывать в драму. Мужчин в Америке очень много, я вам сразу говорю. И красивые отношения хотят все. Будьте капризными, разборчивыми, избирательными. Окей, с вами была Татьяна, встретимся в следующем видео.